Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам, сколько времени уходит на выпечку хлеба на закваске. Я имею в виду активного времени, когда вы действительно что-то делаете, а не просто ждете, когда поднимется закваска или поднимется тесто. Понятно, что в эти периоды вы занимаетесь своими делами, совершенно другими, которые не имеют к выпечке хлеба никакого отношения. Очень часто в комментариях пишут, что это долгий процесс, да ну, там возиться из одной буханки хлеба 2 суток и все такое. Поэтому я решила включать таймер именно в те периоды, когда я действительно занимаюсь тестом или занимаюсь закваской. Обязательно посмотрите, и вы увидите, что это не так страшно и не так долго, как кажется. Итак, друзья, поскольку в обычной жизни я с камерой не разговариваю, а просто делаю дела, то сначала я вам буду рассказывать, что я делаю, а потом уже ставить таймер. Сегодня четверг, хлеб я буду печь в субботу. Четверг, 9 часов вечера. Я надеюсь, вам видно. И сегодня все, что нужно сделать, это подкормить закваску. Вот она, моя закваска, только что из холодильника. Вот так она выглядит. И сегодня я подкармливаю всю свою закваску. Это первая подкормка. Вот в эту свою закваску я добавлю... Давайте я включу таймер сразу. И все, что сегодня буду делать, это подкармливать свою закваску. Это первая подкормка. Неважно, сколько здесь закваски, я добавляю 50 грамм воды и 50 грамм муки. Чуть-чуть перелила, просто округлю до 60. Самое главное, чтобы было одинаковое количество воды и муки. Так, 60 и также 60 грамм. Так, 120 у меня должно быть. Отлично. Теперь я хорошенечко перемешиваю закваску. Она очень холодная. Размешиваю так, чтобы не было сухих комочков муки. Со стеночек сняла все. Вот все, что нужно сделать сегодня. Останавливаю таймер. Посмотрите, сколько времени у меня ушло на все это. Плюс еще мои разговоры. 1 минута 17 секунд. 18 секунд. Закваску ставлю обратно в холодильник. Вот и все дела на сегодня. Поскольку тесто я буду замешивать завтра, воду и муку я оставлю на своей рабочей поверхности. Весы мне тоже завтра понадобятся, поэтому оставлю все здесь. Всем привет, друзья! У нас пятница. Вот столько у меня сейчас времени. И сейчас я буду подкармливать закваску второй раз. Уже буду готовить закваску к замешиванию теста. Как вы помните, вот столько времени подкормка заняла у меня вчера. И сейчас я вам сначала расскажу, что я буду делать. Потом включу таймер. Посмотрите, как выглядит закваска, которую я подкормила вчера вечером при вас. Вот, она не сильно поднялась, но она вся пузырится, очень холодная. Я вот только что достала ее из холодильника. Сейчас я буду готовить закваску столько, сколько мне нужно по рецепту. По рецепту мне нужно 150 грамм. Это значит, что кое-кто пытается порвать пакет. По рецепту мне нужно 150 грамм. Это значит, что я возьму 50 грамм закваски, 50 грамм муки и 50 грамм воды. Все вот здесь у меня рядом со мной. Ой, извините за шум. И я всегда все взвешиваю. Буду подкармливать закваску вот в такой пластиковой баночке, потому что здесь очень хорошо видно, как закваска поднимается. В этот раз, неважно, сколько времени,
займет подъем закваски. Важно, чтобы она поднялась, увеличилась в объеме ровно в 2 раза. Поэтому я взяла резиночку, отмечу уровень закваски и поставлю закваску в теплое место. Вот эту закваску, которую я подкормила вчера, я сейчас возьму оттуда 50 грамм, которые мне необходимо, остальное положу сразу обратно в холодильник. Второй раз подкармливать не буду, потому что одной подкормки обычно хватает примерно на 7 дней. Если вы печете хлеб 1 раз в неделю. Ну, конечно, если вы печете хлеб часто, 2-3 раза в неделю, то и подкармливайте свою закваску почаще. Ну что, давайте приступим. Я записала вчера, что-то неправильно нажала. Ну, давайте начнем вот так. — 53 грамма закваски у меня упало, но ничего страшного. 1-2 грамма, конечно, не сделают такой прям большой погоды. И 50 грамм муки. Ну, давайте, знаете, что сделаю? Давайте тогда чуть-чуть капну водички. Хорошенечко перемешиваю закваску, чтобы не было сухих комочков. Накрываю закваску крышкой. Вот и все дела. Отмечаю, не обращайте внимания, здесь у меня другая отметка, это муж отмечает там для своего хлеба, когда печет. Вот и все. Все, останавливаю таймер. И вот сколько времени это у меня заняло. 2 минуты, грубо скажем, да? Отметила уровень закваски. Поставлю ее в теплое место. У меня включено отопление. Я сейчас поставлю закваску поближе к батарее и вернусь к вам, когда она увеличится в объеме ровно в 2 раза. Посмотрите, у нее там уже, видите, пузыречки есть. Эта закваска обратно в холодильник. Все дела. Поскольку я всегда заранее готовлю муку, давайте сейчас также и сделаем. Заранее приготовим муку. Я включу таймер и посмотрим, сколько времени это у меня займет. Я ее взвешиваю. Мне нужно 500 грамм. Вот, мука у меня с содержанием белка 11,5%. И, ну, воду налить, девчата, ну это вообще 5 секунд. Кстати, давайте включаем таймер. Можно, конечно, потом в миску просеивать муку. Надо было посуду взять побольше. И мне понадобится 300 миллилитров воды. Вот и все, друзья. Вода комнатной температуры. Вот сколько времени это у меня заняло. Видите, подкормила закваску и приготовила ингредиенты. Все дела. Итак, я готова замешивать тесто. Вот так выглядит моя закваска. Она там льется. Вот смотрите, вся пузырится, увеличилась в объеме в 2 раза. У меня сейчас вот столько времени. Смотрите, половина, почти что 5-го. Время подъема закваски достаточно долгое, но, если честно, я сначала ее просто поставила на стол, оставила на столе и только потом убрала в теплое место. За это время занималась массой других дел. Так, сейчас я помою лопаточку и будем замешивать тесто. Так, давайте включим таймер. Замешивать тесто я буду в миксере, просто потому что мне так удобней. Можете руками замесить. В принципе, тесто слишком сильно вымешивать не нужно. Оно просто должно собраться в комок. Ну, мне удобнее в миксере, поэтому я всегда замешиваю в миксере. Тесто я переложу вот в такую посуду. Это у меня именно для теста контейнер. Я его использую только потому, что в нем видно, как выглядит тесто. Очень часто я просто оставляю тесто в чаше миксера. Так тоже можете сделать. Ничего страшного в этом не будет. Слегка смазываю края, чисто для удобства.
давайте начнем замешивать тесто. Включаю таймер. Поскольку у меня все уже здесь отмерено, то я просто переливаю воду, закваску. Смотрите, как она плавает. Я надеюсь, что вам видно. То есть закваска хорошая, рабочая, активная, сильная. Любым словом назовите. Добавляю сюда чайную ложечку соли. У меня ложка маленькая, поэтому 2. И высыпаю сюда всю муку. Ничего не размешиваю. Смотрите, плавает. Видите, закваска отличная. Я ничего не размешиваю, потому что миксер все перемешает сам. Приступаем. Убираю все со стеночек, со дна. Все. Все, тесто готово. Вот так. Вот и все дела. Как видите, я никуда не спешу, не несусь. Делаю все в самом обычном ритме. Накрываю контейнер крышкой плотно и оставлю контейнер на кухонном столе на 1 час. Через час вернусь. Вот и все. Вот столько у меня времени заняла работа с хлебом сегодня. Плюс минута и 18 секунд вчера. Я все записываю, друзья. Встречаемся через час. Прошел ровно час. Вот смотрите, сколько у меня сейчас время. И вот так выглядит тесто. Сейчас мы включим таймер. И все, что сейчас мне нужно будет делать, это растянуть и сложить тесто несколько раз. Руки у меня помыты, я просто намочила руку. Ой. И теперь начнем вот так растягивать и складывать тесто. Надо было обратить внимание, на какой цифре я включила таймер. И посмотреть, сколько времени занимает одна растяжка. Вот и все, друзья. Растяжка закончена. Накрываю тесто крышкой. И вернусь через полчаса. Вторая растяжка, друзья. Ставлю таймер. Вот так выглядит хлеб после первой растяжки. Видите, пузыречки уже. Руку намочим. Тесто не липнет. Просто мокрыми руками намного, скажем так, удобнее. То же самое делаем. Растягиваем и сворачиваем конвертом. Растягивайте столько, сколько растягивается, чтобы тесто не порвалось. Вот как тянется, так и растягивайте. Все. Этого достаточно. Опять закрываем крышкой и возвращаемся через полчаса. Итак, друзья, прошло полчаса. Вот столько у меня времени. И сейчас мы сделаем с вами последнюю растяжку. Тесто становится более упругим. Смотрите, какое оно не рвется. Уже оно и тянется. Так, видите, как достаточно тяжело. Можно сделать 5 растяжек, если хотите. Можно сделать 7. Ну, как видите, я считаю, что у меня тесто уже просто готово к формированию. Поэтому остановимся на 3 растяжках. Вот так. Оставлю тесто еще на полчаса. И потом уже будем формировать хлеб. Вот столько у меня сейчас на таймере. Вот столько у меня сейчас времени. Прошло уже почти полчаса.
И я сейчас буду готовить рабочую поверхность. Свечку можно отложить. Так, вам видно. Давайте включу. Вам видно? Не видно. Так. Ну, в общем, я поставлю, потом вам покажу. Вот смотрите, сколько на таймере сейчас времени. Я его вот здесь поставлю и включу. Смотрите, вот буквально, наверное, столовая ложечка муки, даже, видите, не полная. Смотрите на тесто. Я не знаю, видно вам или нет, тесто все покрыто такими, знаете, волдырями, пузыриками. Сейчас я его выложу. Еще раз сверну, растяну и сверну. Соберу тесто вот так в комок и дам ему отдохнуть полчаса. Смотрите, видите, вот пузыри все. Просто накрываю крышкой и дам ему отдохнуть полчаса. Пока у меня тесто отдыхает, мне нужно подготовить миску для расстойки. Я ее посыплю рисовой мукой. Уже много раз вам говорила, что рисовая мука не впитывается в обычное тесто, поэтому тесто у вас не прилипнет к форме. Вот так вот во все дырочки. Смазываю все мукой. Все, ждем. Ой, надо было включить таймер. Ну, сколько там это времени заняло. Ну вот, друзья, вот сколько у меня сейчас времени, пока провожала своих. Немножечко прозевала, чуть-чуть прошло больше времени. Сейчас ополосну руки. Давайте включим таймер. Вот так выглядит мое тесто через полчаса. И сейчас нужно сделать ламинацию. Растянем тесто в прямоугольник. Смотрите, сколько пузырей. Очень упругое такое, знаете, хорошее тесто. Сворачиваем его в 3 раза. Это самый обычный базовый рецепт, друзья. Ничего не добавляю. Ничего не, знаете, без всяких выкрутасов. Хлеб. Вот так вот его натягиваем, чтобы вот этот верх был хорошо натянут. Видите, сколько пузырей появляется. Вот так вот. Смотрите. И теперь перекладываю хлеб в форму швом вверх. Все вот эти швы нужно соединить. Окей. Семья моя тут еще шевелится. Вот, накрываем хлеб пленкой и ставлю его в холодильник до утра. Вот и все. Вот смотрите, сколько сегодня у меня ушло активного времени. 15 минут на все вот эти манипуляции именно с тестом. Вот смотрите. Ну вот, друзья, теперь вы точно знаете, сколько времени уходит на приготовление хлеба. Еще добавьте, ну пусть 10 минут на то, чтобы помыть контейнер, убрать со стола, поставить продукты на место. Вот в принципе и все. Так что не бойтесь выпекать хлеб на закваске. На самом деле это не так уж и долго. Все, друзья, встречаемся завтра. Всем доброе утро. Сегодня у меня вот столько времени, почти 10 часов. И сейчас я уже буду
ставить хлеб в духовку. Я поставила форму разогреваться. Заняло это примерно 15-20 минут. Я времени не теряла, пила кофе. Даже, видите, не успела кофе допить, как форма моя готова. Немножко влажный, ничего страшного. Я забыла присыпать вчера сверху мукой. И сейчас будем перекладывать форму в кастрюлю. Давайте включим таймер. Духовка у меня разогрета до 270 градусов. Но она, конечно, остынет после всех вот этих моих манипуляций. Надрежем хлеб. Чеки нужно одевать. Так. Еще давайте слегка сбрызнем, чтобы было побольше пара внутри. Накрываем. Вот. И ставлю на 25 минут. Температуру убавлю до 250. Все. Через 25 минут сниму крышку. До встречи. Пока кофе допью. Ну вот, прошло 15. Все неправильно сказала. Слышите таймер? Убавлю температуру до 200 градусов, сниму крышку. Оставлю еще на 15 минут. Вот. Так, все, друзья. Через 15 минут вернусь. Включила таймер и вынимаю хлеб. Вот такой хлебушек. Вот такая красота, друзья. Вот такой он снизу. Смотрите, какая прелесть. Вот, вот и все дела. Все готово. Смотрите. Остановим таймер. И вот посмотрите, сколько всего времени у меня заняла выпечка хлеба вчера и сегодня. Плюс еще 1 минута и 18 секунд. Это было в четверг, когда я подкармливала закваску. Вчера 15 минут, ну скажем, 21 секунда. И сегодня оставшиеся 3 минуты для того, чтобы поставить хлеб в духовку. Вот и все, друзья. Вот столько времени занимает активное ваше участие в выпечке хлеба на закваске. В итоге вы получаете вот такой хлеб. Я даже не сказала, но понятно, да, всем это же ясно, что я не сидела, не ждала 3 часа, пока поднимется моя закваска, или пока там еще что-то я делаю. Я за это время занималась своими делами, я успела в магазин съездить, на кухне прибрать, ужин приготовить, ребенка забрать из садика, внука, в смысле, с ним повозиться. Ну, в общем, понимаете, да, что за все это время, ну, понятно, да, когда ты там читаешь книжку внуку, это занимает буквально, ну что, не знаю, минуту отойти, растянуть и сложить хлеб, и потом продолжать заниматься каким-то другим делом. Так что не пугайтесь. Это не так долго, как кажется, не так страшно, как кажется. Всем успехов, всем удачи, всем пока.